давай, давай, посиди. Что, замерз уже? Ну иди побегай. Побегай, пойди. Иди побегай. Сейчас идем. Да, я передохну чуть-чуть. Да. Всем привет, вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Ну, а это Карлос, если кто-то не знает. На этот раз прогноз погоды практически не ошибся. Морозец ударил, но даже еще и выпал снежок, хотя его не обещали. Я направляюсь в землянку. Карлос уже соскучился. Он уже не был там, наверное, 2 недели. Я 2 раза ходил на рыбалку. На рыбалку он ходить не любит, потому что он постоянно мне путает снасти, а я его за это могу наругать. Поэтому вот так. В общем, прошел небольшую часть пути, только недавно зашел в лес. Уже немного запарился. Карлоса отпустил. И сейчас буду идти более размеренно, чтобы не так запыхаться. Ну что, пошли дальше? Идем? Пошли дальше. Да. Все, спрыгивай, погнали. Все, пойдем. Давай. Беги, я тебя догоню. Так. Как бы в лужу не провалиться. Под снегом не видно, где лужи. Уже пару раз на поле провалился. Карлос бежит впереди, тащит. Ему уже не втерпешь побегать, чтобы его с поводка отпустили. Вот. А я следом за ним. Он-то лужу прошел, не провалился, а я так в ботинках, ну не сильно-то промок. Но пока не холодно. Рюкзачок увесистый, не даст замерзнуть. А в землянке уже просушусь. Ой. Все, пойдем дальше. Пойдем. Карлос сначала растерялся, столько следов визуально видит и сразу не поймет, куда бежать, на кого гавкать. Мне вот интересно, когда снега нет и собаки пользуются только обонянием, они хоть как-то понимают, предполагают, что за добычей их ожидает. Или просто унюхали, о, что-то вкусненькое, и пометелил по снегу. А зимой увидел снег, ого, как пол меня, не пойду я по нему. А вот птичка, вот это мой размерчик, и побежал гавкать. Наверное, это так. Карлос, это ты уже здесь бегал по дереву? Что-то я не видел. Может быть, лисица.
Ну что, начинаются веселые горки. Ладно, вниз скатиться можно как-то потихоньку на 5-й точке. Но главное потом забраться вверх. Такие вот ярки, которые мне предстоит пройти. А главное завтра вернуться обратно. Карлос, тебе надо веревочку дать. Будешь затягивать веревочку, а я по ней буду заползать. Вот уже и водоем видно. Вроде бы как самую сложную часть я уже прошел. Сверху казалось, что замерзший водоем. Но головой понимаешь, что не может такой большой водоем за пару дней небольшого мороза замерзнуть. Но было очень похоже сверху. Он такой темный, необычно. Пойдем. Пойдем. Сейчас посмотрю, кто живет в норе под этим камнем. Есть ли туда следы или нет. Следов не видно. Наверное, нора свободная. Можно занимать. Сейчас в лесу хорошо. Паутины нет. Паучков, этих лосиных блох, вшей, мух. Замечательно. Ох, они, оказывается, меня покусали. Вроде, по ощущениям, я не понимал, что они кусаются. То есть они, ну, видимо, какой-то анестезия у них серьезная. Вообще не чувствовал никакого дискомфорта. Просто что ползали, лезли в лицо, в глаза. А так казалось, что не кусались. Уже прошло, наверное, 3 недели после этого. До сих пор ранки так долго заживают. У меня вообще никогда никакой ни аллергии, ни от комаров никаких проблем. То есть я укусы переношу, на мне нету этих шишек, как на некоторых бывает. Не чешется ничего. А вот эти мухи, конечно, мухи-пауки, лосиные, очень мне не понравились. Вроде уже нету их. Хотя я слышал в комментариях, что они там вплоть до и зимой там живут. По звериным тропам удобнее идти. Они уже маршрут знают, натоптали, знают, где веток нет. Карлос кого-то учуял, побежал. Ну вот и пришли. Карлос уже метит свои владения. Проверяет, кто здесь был. Следов немного, только птички. Вон кто-то на столе сидел. Пойдем, пойдем. Так, надо как-то слезть аккуратно. Ух ты, скользковато. Специально шел верхней дорогой, чтобы там возле водоема не соскользнуть и не улететь. Там обрывы есть такие больше 10 метров. Внизу камни. Поэтому там без вариантов. Если сразу не разобьешься, так сломаешься точно. Что-то с елочкой как-то не так. Жалко. Что это она так веточки опустила? Эх. Не нравится мне это. Как-то она... Ты это... Давай, смотри тут.
Какая-то она худая стала. Была попушистее. Так, давай, приходи в себя. Такое ощущение, что веточки стали разворачиваться по солнцу. Вот она так изогнута. Там восход на водоеме. Может быть, поэтому она так поменяла форму. Могла ли за 3 недели вот так вот прямо изменить направление роста веточек? Ну, очень похоже. Потому что я ее садил, она была так более-менее равномерно распределена. Ладно. Кто-то здесь лазил. Что такое, Карлос, не пускают тебя? Ай-яй-яй, замерз уже, сейчас открою. Сейчас надо проверить надежность. Ой. Да, посильнее, конечно. Тут прямо тепленько. Ну, залазь на кровать. Пока не протоплю, будешь на кровати. Давай, запрыгивай, не боись. Сейчас подметем. Что тут кто-то тут хозяйничал? Мыши, что ли? Кусок удочки тут валяется. Откуда он? Давай, я тебя укрою. Погреешься. Давай, вставай. Вот сюда залазь. Ложись. Все как ты любишь. Давай. О, вот так вот. Все, давай. Грейся. Карлос, я так понимаю, на речку ты не хочешь прогуляться? А поздороваться с енотом? Или с барсуком? Кто там твой друг? Ладно, сейчас я 5 минут, потерпи чуть-чуть, посмотрю, что там. И буду печь топить. Жалко, конечно, если елочка не приживется. Но будем надеяться на хорошее. Воды еще добавилось. Уже скоро наберет свой обычный уровень. А здесь бегали кабанчики, наверное. Или косули. Скользко. Что там? Да, вентиляция у меня теперь здесь серьезная. Земля просыпалась. И вот такие вот сквозные отверстия светятся. Нужно будет чем-то их позаталкивать. У меня где-то был старый поролончик, куски. Потому что ночью минус 12 обещают.
Дрова практически все длинные, а их неудобно колоть топором на мелкие щепочки, чтобы развести огонь. Я-то как бы понимал это, делал несколько пенечков таких на щепки, но они внизу не хочется перекладывать всю кучу, поэтому пойду сейчас наверх, найду сухое бревнышко и вырежу таких коротеньких чурочек пару штук, чтобы быстро их наколоть на мелкие щепки. Не каркай. Проблемка образовалась. На холоде аккумуляторы очень быстро садятся. Нужно растопить печь, чтобы они там немного отошли. На камере тоже уже одно деление осталось. Намного быстрее, ну просто в разы быстрее садятся. Дымит, конечно, капитально, но это пока не разгорелось. Если прикрыть поддувало, то дымить перестает. Вот сразу исчезло. Но немного нагреется, лист сядет на место и не будет дымить ни в каком режиме. Ну что, надеюсь, мы с Карлосом переночуем без происшествий. Печка разгорелась, дровишки есть. Теперь нужно отогреть аккумуляторы и все-таки еще подрезать дров, потому что на неделю этого количества явно не хватит. И нужно будет заделывать вентиляцию, которая появилась.
Не знаю, видно ли на камеру, но я четко вижу прогоревший металл. И прямо такая дыра. Не знаю, куда она выходит. Надеюсь, камнями она закрыта. И угарный газ не будет выходить. Поэтому вентиляция не так уж и плохо, чтобы не угореть. Потеплело, да? Вылез из-под одеяла. Иди погуляй. Пойдешь на улицу? Пойдем. Давай, беги. Беги погуляй. Беги, беги. Все, нагулялся, да? Молодец, нагулялся. Да залазь опять спать. Иди спать. Пока аккумулятор на камере заряжался, я решил поставить чайник и попить чаю. Так долго я, конечно, не ждал, пока закипит. Не знаю, что происходит. Вроде хорошенько печь разгорелась, а чайник ни в какую не хотел закипать. Я пробовал рукой и буквально вот так вот, даже сейчас вот еще касаюсь. Ну, сейчас, конечно, уже прогрелась хорошенько. А до этого просто можно было держать руку. Хотя дрова горели на всю. И уже, ну, наверное, около часа они там горели. Вот, и температура не хотела подниматься. Я уже думал, что это из-за вентиляции. Ну, даже не знаю, с чем это связано. Но сейчас прогрелась. Куда ты залез? Прогрелась, даже уже немного потеплело. Уже градусов 15, наверное. А вот в течение часа на улице минус 5, а здесь в течение часа нагрелась до плюс 5. Ну, очень долго. Раньше такого не было. Потому что все камни были очень холодные. Даже на печке камни очень долго прогревались. Сейчас уже труба прогрелась. И я уже не переживаю. Да я, собственно, и не переживал, что будет холодно. Потому что когда в процессе строительства землянки, я здесь жил примерно в такое же время года имеется в виду, и ночью были заморозки, минусовая температура, а у меня еще не было двух стен, вот этой и вот этой. Они были зашиты баннером, вот таким, как дверь оббита. Карлос, ты хоть повернись лицом. Ну так, да. Ну так залазь. Да, а две вторые стены были уже из бревен. И, в принципе, этого хватало, чтобы печка отапливала, и я не замерзал ночью. Днем, конечно, когда работаешь, не холодно, а вот ночью мог бы и замерзнуть. Но, в принципе, было все нормально. Так, ладно, слазь. Карлос, гулять пойдешь? Не хочешь? Тогда иди спать. Слазь с меня. Ну, слазь. Слазь, говорю. Давай слазь. Что? Кушать еще рано. Очень рано еще. Иди добывай себе пищу. Иди. Нет? Ну все, тогда отдыхай. Выяснилась еще одна проблемка. Дверь я хоть и с трудом, но открыл, а вот закрыть теперь не могу. С каждым днем наклоняется все больше. И теперь снова придется подрезать пилой. Внизу тоже из-за перекоса образовалась большая щель. И будет хорошенько поддувать. Карлос, ты поджариться хочешь, что ли? А? Аккумуляторы я положил на самый верх на полку, чтобы они отогрелись и восстановились в емкости. Хотел подрезать на клин, но все равно не закрывается, придется резать по всей плоскости.
Нагулялся? Нагрелся, да? Нагрелся. Молодец. Так, хватит на меня залазить. Иди на кровать, Карлос. Сосиска. Тебе спальник выделили. Ты все равно на меня лезешь. Теперь двери закрываются, остается законопатить щели, и мы с Карлосом будем ночевать в тепле. Давай слазь, сарделька. Вот повис. Как Человек-паук. Человек-сарделька. Вот еще из крыши что-то капает прямо на кровать. Не знаю, конденсат или может быть мыши прогрызли. Но уже меньше стало капать. Потихоньку прогревается, просыхает. Все, щели законопатил. Остались небольшие отверстия. Думаю, ничего страшного. Для вентиляции не помешает. Стало заметно теплее. Наверное, потому что печь разогрелась. Карлос, вылазь. Вылазь. Ты что, там жить будешь? Тут печки нет. Тебе здесь не понравится. И вообще там норки живут. Енот дальше. Пойдем к еноту сходим. Пойдем, Карлос, вылазь. Пошли. Пойдем к еноту. Пойдем. Это ты такие следы оставил, Карлос? Твой след, нет?
Ну, где он живет? Ты помнишь? Он, по-моему, съехал после твоих визитов постоянных. Что молчишь? Туда неудобно проходить. Я туда не пойду, как. Хочешь, там иди. Пошли греться уже. Пойдем. Давай, давай, запрыгивай. Давай, не боись. Шел в обход. Умный в гору не пойдет. Все, закончились снаряды. Уже нечем. Не открывается. Да, плотненько стало закрываться. Можно, хозяин? Спасибо. Печка раскочегарилась в землянке 26 градусов. Но я специально подбросил еще и вышел, чтобы хорошенько там прогрелись бревна, чтобы перестал капать конденсат. И ночью, чтобы они отдавали тепло и было комфортно спать. Карлос уже не хочет выходить, снова залез в спальник. Я немного подышу свежим воздухом. Что ж на елочке так ветки погнулись? От снега, наверное. Если честно, ничего не хочется делать. Вообще. Апатия какая-то ко всему. Уныние подкатило. Уныние это плохо, но сложно с этим бороться. Хочется лечь, заснуть. Сегодня опять не выспался, как обычно перед походом. Плохо сплю. Так хочется увалиться и хорошенько выспаться. Здесь в землянке мне удается хорошо поспать. Карлос тоже любит здесь спать. Но спать нельзя. Нужно сначала накормить Карлоса. Я сам тоже кое-что притащил с собой из еды, кроме консервов. Взял 2 окорочка, замариновал. Теперь один хочу пожарить на сковородке по-быстрому, а второй хочу попробовать поставить, обмотать, как вот это делают, когда копчение, с специальной бечевкой такой сеточкой. Есть у меня веревочка. И подвесить прямо в дымоходную трубу. Не знаю, что из этого получится. Но мне кажется, должно как минимум приготовиться, а может быть и подкоптиться. Как думаете, что из этого выйдет? Главное, чтобы он не перегрелся и мясо с кости не сползло и не слетело. Поэтому хорошо хочу его обвязать и повесить на проволочке, которая не перегорит. Сейчас, наверное, очищу стол от снега. Навес так и не получилось сделать. Поэтому занесу его обратно в помещение. Такое облачко красивое появилось. Необычное.
Да, батарейка на камере стала катастрофически быстро разряжаться. Наверное, ей пришло время, потому что я все-таки снимал раньше зимой. Такого, конечно, еще не было. Это ей сколько уже? 3 года камере. Фу, похоже, пора покупать новую. В общем, сейчас ставлю на зарядку. Пока протру стол, прикручу его к бревну, чтобы не упал. И оставлю так. Может, не совсем удобно, просто здесь это бревнышко. Не хочется пока выпиливать что-то. Прикручу как получается. Ну все, камера зарядилась. Сейчас буду что-то куховарить. Карлосу постелил прямо на кровати. Отдал ему свой старый спальник, чтобы он, бедолага, не замерз. На земле все-таки прохладно. Когда я топил постоянно, да, земля была прогретая, она не успела промерзнуть. А сейчас, конечно, прохладная. Но уже очень жарко. Можно потихоньку раздеваться. Так, когда сидишь, вроде бы еще комфортно, а встаешь вообще невозможно жарко. Так, залазь, Карлос. Давай, как ты любишь кутаться в одеялку. Давай, вперед. Так, пошел. Нужно и дома ему спальник купить. Оп. А вообще надо, наверное, может быть, пошить ему какой-то тулупчик. Такие собаки вроде носят комбинезончики всякие. Не знаю, охотничьим собачкам нужны они или нет. Или только мешать будет. Что там, нормалек, Карлос? Тепленько. Ну что, печь гудит. Можно начинать готовить. Хлеб я с собой не брал, поэтому попробую приготовить какие-нибудь лепешки. У меня есть пачка муки в ведерке, там она была спрятана от мышей под крышкой. А крышка пригодится, чтобы на ней раскатать тесто. Ну, с тестом вроде справился. Никогда раньше не делал лепешки, и хлеб, в принципе, не пек никогда. Замешал просто ложку масла подсолнечного, мука, соль, сахар добавил на всякий случай. И немного воды. Вот, тесто получилось. Сейчас раскатаю и буду пробовать жарить на сковородке. Да, Карлос? Ты услышал, что что-то жарить будут? Что-то кушать готовят? Отдыхай. Вот, один блинчик готов. Ставлю сковороду. Залазь под одеяло. Прячься. Прячься скорее.
Сончик, я все понял. Ты мне уже покоя не дашь. У тебя по расписанию ужин. Будет у тебя ужин в постель. Сиди, ожидай. Ожидай. Тихо, спокойней. Все, тарелки ешь. А то на пол пойдешь. Давай, аккуратно. Карлос, только положи на кровать, сразу вниз пойдешь. В тарелку положи. Карлос. Все, кухня твоя закончилась. Ну что, первая, похоже, готова. Можно дегустировать. Карлос, ты уже поел. Иди на место. Карлос, хватит попрошайничать. Угу. Ты же поел. Будут тебе еще косточки. Терпи. Я буду дегустировать первую лепешку, пока вторая дожаривается. Очень даже вкусно. А с окорочком вообще песня будет. На тебе кусочек. Сахарок недаром добавил. Соль, сахар в меру. Вкусненько. На. Ну что. Слопал. Вторая лепешка уже на подходе. Можно подготавливать окорочка. Один буду жарить, а второй коптить. Пойдешь гулять? Гулять пойдешь? Иди. Давай. Давай погуляй. Давай, жарко тут. Не хочет. Пока окорочок шкварчит, у меня есть вот такая веревочка. Не знаю, правильная, неправильная. Шпагат вот такой. Сейчас буду обвязывать окорочок для копчения. Не знаю, сколько нужно отмотать. Не знаю, думаю, метра хватит. Так, ну и как-то так. Раз. Раз. И вот сюда. Ну вот, как-то так получилось. Сейчас возьму проволоку и продену сквозь сустав, чтобы не сползла с косточки на всякий случай.
Вешать в трубу пока рановато, потому что пока жарится окорочок на сковородке, там сильный огонь. И я боюсь, что в трубе может перегореть эти веревочки и мясо сползти с кости и упасть в трубу. Поэтому подожду, пока приготовится, и повешу коптиться. Печь почти прогорела. Окорочок, я думаю, уже готов. Уберу его немножко в сторонку, чтобы не сгорел. И пойду вешать на копчение. Карлос, ты со мной? Да. Заодно бегаешь по делам, потому что я знаю, ты парень шустрый. Можешь косточки мне оставить. Пойдем, пойдем. Побежали. Давай. Давай, давай, давай. Погнали. Карлос, пойдем. Карлос. Давай, давай, вперед, вперед. Возможно, вы заметили мою обновку. Это новый налобный фонарик от Killnex. Называется Smile. У меня уже есть почти вся линейка товаров от компании Killnex. Но почти вся это не вся. Подморозило. Ладно. Я хочу сделать себе подарок к Новому году. Еще один интересный девайс, который очень выручит меня в походах. Да, и совсем скоро будет Черная пятница, и есть возможность приобрести товары с хорошими скидками. Ну, жар такой, мне кажется, то, что нужно. Теперь не упасть. Аккуратно его туда. О, вот так четко. Ну, вроде бы нормально. Если немного запачкается, но обчищу. Все, ждать больше не могу. Кушать уже хочется. Да и Карлос уже выпрашивает косточку. Вот так. Раз. О! Это мое личное мнение. И, кстати, я очень им доволен. Печку. Да не страшно. Сейчас дымоход сам прогреется. За ужином кореша своего смотрю. Ну что, Корсончик, я справился. Сейчас будет у тебя второй ужин. Сейчас выключу телевизор. Пойдем, я, наверное, тебе дам на улице. А то ты будешь по всему полу здесь и по всей кровати тягать, да? Угу. И заодно проверю, как там второй окорочок. Пойдем. Пойдем. Идем. Тихо, тихо, тихо. Пошли. А вот здесь и кушать. Все. И не спеши. Ну что тут у нас? Все на месте. Не сильно горячо. И как раз дымок. Огня там нет, дымок идет. Думаю, должно получиться. Холодно. Не за горами новогодние праздники. И если ваши родные или друзья увлекаются охотой, рыбалкой или туризмом, то подарок от компании Killnex будет просто замечательным. Да и в домашнем хозяйстве всегда он пригодится.
Кстати, подарок можно сделать не только кому-то, но и себе лично. Я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдя по ней, можно сделать отличный подарок. Всем рекомендую. Что там? Закрыто. Ты справился? Идем. Заходи. Давай. Так, все, вытирай лапы и на место. Ага. Почти вытер. Улегся так, не укрывается, потому что жарко. А вот утром, вот увидите, будет сидеть под спальником или залезет внутрь спальника. 100%, как немного будет попрохладней. А пока так загорает. Все, спокойной ночи, Карлос. Я тоже буду укладываться. Немного почитаю, а ты можешь сразу спать. Тепленько. Ой. Хватит, а то уписаешься. Карлос, хорош. Будешь меня будить 10 раз. Да, все вылокал. Ну что, вроде переночевали. Всем доброе утро. Я уже давно проснулся, около 3 часов ночи. Все из-за того, что коптил окорочок в трубе дымоходной. И старался подкладывать небольшие веточки, чтобы он там не сгорел, чтобы мясо не сползло с кости. Ну и чтобы какой-то дымочек был, а не только жар. И так подкладывал и часов в 11, наверное, уже уснул. Печка очень быстро остыла, потому что жара практически не было. И вот в 3 часа я проснулся от того, что замерз. Растопил печь, вернее, сначала снял окорочок. Как оказалось, он уже был готовый. Сейчас покажу. Вот. Растопил печь. Согрелся, попил чайку. Вот. Хотел потом дальше досыпать. Ну, уже смотрю, что через полчаса рассвет, смысл дальше спать-то как-то ей уже не хотелось спать, в принципе. Спал хорошо, но мало. Карлос тоже нормально. Выспался. Да, выспался, красунчик. Да. Ждет завтрак уже. Так, спускайся, Карлос. Пойдем.
А вот и мой завтрак. Не знаю, что получилось. Сейчас попробую. Карлос, наверное, наблюдает сзади. Ожидает косточку. Карлос, потерпи. Ну, если честно, не совсем то, что я ожидал. Такого запаха копчения, как обычно в магазине продается, нету сильного. Оно полностью готово. На соль, все в порядке. Вкусное, съедобное, но не копченое. Просто приготовилось как бы на жару, на углях, можно сказать. Вполне нормально, удобно, повесил. Через 3 часа уже готово. Даже меньше, я думаю, если смотря какой огонь давать. Ни масла, ни сковородки. Неплохо. Конечно, если подавать по чуть-чуть, щепочки, чтобы шел дымок, небольшая температура, то можно вполне думаю сделать и копчение холодное. Но это даже не горячее копчение, потому что, ну, понятно, есть привкус такой небольшой, но не сильно. Ох, а на улице как раз погодилось. Солнышко, мороз и солнце. День чудесный. Птички плавают. В этом году мало бакланов. Раньше в это время они здесь такой стаей сидели. Весь мостик мне побелили своим пометом. Лед, конечно, не стал. Вот небольшие закраины видно. В позапрошлом году я наблюдал, как становился лед. Я здесь находился, смотрел, как в течение недели примерно устанавливался лед. Очень необычное зрелище. Казалось бы, уже все, замерз, уже выходил, ловил рыбу. Утром приготовил прикормку, собрался, снасти все наладил. Выхожу, а льда опять нет. Хотя мороз также за 20 минус. У меня, кстати, есть это видео, не помню, как это называется, как становился лед или становление льда, но что-то такое. Электропилой я вчера практически не пилил. Сделал, по-моему, 3 реза всего лишь. И аккумулятор моментально сдох. Этого я, конечно, не ожидал. Такого подвоха. Ну, пользовался, градусов 5 было тепла.
вполне все нормально работало, без проблем. А тут минус вчера, но небольшой был, минус 6, минус 7, наверное, днем. И отказалась работать. 3 раза отрезала и заглохла. Вот. Я думаю, что она отогрелась с землянки. И будет даже тот аккумулятор, который отключился, работать. В общем, план у меня такой. Я кладу аккумуляторы на самый верх на полочку. И как только она заглохла, я бегу в землянку и меняю аккумулятор. Этот будет отогреваться, а тепленький работать. И вот так вот попробую их постоянно менять. Ну что, я готов. Цепь смазал, проверил. В тепле заработает замечательно. Посмотрим, сколько она успеет отрезать. Буду резать дубовые, они все-таки более теплоемкие. Вот тут следов сколько. Животные бегают. Ну что, неплохо так нарезал. Это вчерашний аккумулятор, который уже вроде бы как сдох. А вот он отогрелся и вполне нормально порезал. Это просто вчера-то я только с дороги, вон там в рюкзаке, замерз. А здесь пока он теплый, еще во время работы он тоже, наверное, имеет свойство греться. Поэтому не так все плохо, как могло показаться на первый раз. А вот на камере быстро разряжается. И это меня сильно огорчает. Нужно будет искать аккумулятор. Модель уже выпускается очень давно. Не знаю, продают ли на них аккумуляторы. Надеюсь, что да. Второй аккумулятор не пригодится. Можно будет быстро заменить, если что. Не ждать, пока зарядится этот. В общем, меняю аккумулятор на пиле. И продолжаю заготовку дров. Ну все, высадил и второй аккумулятор. Карлос отдыхает. О, ты не спишь. Ну, отдыхай, отдыхай. Сейчас поскладываю под навес. Но есть такое ощущение, что спалил я сегодня больше, чем нарезал. Кого ты там увидел? Ты что, уже замерз? Только ж вышел. Давай, пробежись, пробежись. Ну что, похоже, сколько я стопил, примерно столько же и аккумуляторы смогли нарезать. Может, немного больше. Но зато дубовых, хороших. Опалил я все подряд, и трухлявые, и тополь. В общем, если идти с одной ночевкой, то получается по дровам совсем невыгодно. Пока прогреешь бревна, не говоря уже о земле. Но земля еще прямо так сильно не успела промерзнуть, когда я здесь жил постоянно. Я начал топить еще до морозов. И у меня на земле прямо была такая же температура, как и у потолка. И топил я всего лишь 2 раза в день. С утра, чтобы поставить чайник, попить чаю.
И уже вечером на ночь, покуда не засну. И температура даже при сильных морозах. Сегодня было, по-моему, минус 12 ночью. Сейчас 9 градусов. Вот. А тогда даже при сильных морозах не остывало сильно. Сегодня остыло до 14 градусов. И я как-то уже так подмерз. Хотя не так уж это и холодно, 14. Учитывая, что на улице минус 12 было. Вы заметили, что в этот раз я совсем не ловил рыбу. Я даже не брал с собой ни удочки, ни спиннинги. Потому что знаю, что перед ледоставом шансов что-то поймать здесь равны практически нулю. Не единожды проверено. Поэтому даже не брал никаких снастей с собой. А вот когда первый лед буквально пройдет 2-3 дня, покормить, и уже плотва и подлещик, клещ будут подходить. Поэтому очень хочется свой недельный поход сделать уже с остановлением льда. Потому что я так подумал, что целую неделю, ну что мне тут делать, чем заниматься? Совсем скучно. Можно, конечно, найти какую-то работу, но целыми днями заготавливать дрова ручной ножовкой. Потому что аккумулятор наш быстро сядет. И все. А что-то еще делать не особо хочется, потому что понимаю, что через несколько месяцев я ее буду разбирать и все переделывать. Поэтому как-то нет энтузиазма большого какие-то там особые порядки наводить, или полочки делать, или еще что-то. Вот. Поэтому хочу уже прийти на неделю, на 7 дней, когда станет лед, чтобы можно было половить рыбку, прикормить сначала пару дней. А там будет и уха, и жареха. Специально порезал несколько таких небольших чурочек, чтобы было проще колоть. Печь уже прогорела, я поставил, чтобы они подсохли. Мы уже практически собрались. Карлоса только ждем. Карлос, ты готов? Карлос, ты выспался? Все, готов? Поводок увидел? Я думал, мне показалось. А нет, не показалось. Вот это грибочище огромный. Снеговичок. Что это? Зонтик или мухомор какой-нибудь? Но он уже замороженный. С юпочкой. Не буду срывать, пусть стоит для красоты.
Ну что, забрались на самую крутую горку. Я здесь зимой никогда не поднимался. Всегда ходил по льду. А вот это пришлось идти первый раз. Я с вами и не прощался, думаю, а вдруг не залезу на нее, скользко будет. Что прощаться? Придется вернуться в землянку, ждать, пока лед станет. Вот. Ну а теперь мы с Карлосом с вами прощаемся. Всем добра, мира и до встречи в следующих видео. Пока-пока.